Ричард долгое время был бездомным из-за сильной наркотической зависимости. Ему стало лучше, но он все еще не мог наладить свою жизнь, поэтому рылся в мусорных контейнерах в поисках бутылок и банок, которые можно было бы обменять на деньги. Некоторые люди давали ему еду, но это было редко, так что это был его способ питаться каждый день. В один прекрасный день для него все изменилось. В мусорном контейнере в коммерческом районе Орландо лежал сверток. Он подумал, что это могут быть котята или щенки, потому что по-настоящему злые люди слишком часто выбрасывали драгоценных животных в мусорное ведро. Но на этот раз все было еще хуже. Это был ребенок, одетый в розовую одежду. Она двигала руками и смотрела на Ричарда снизу вверх своими большими глазами. Он не мог в это поверить. Кто бы мог оставить ребенка умирать в мусорном баке просто так? В шоке подумал он. Более того, маленькая девочка была очаровательна, и ей не могло быть больше месяца. Ричард схватил малыша и стал ворковать с ним, и тот сразу же влюбился. Он отвел ее в переулок, где у него была небольшая лачуга для себя, и оставил ее поспать на некоторое время. Прихватив свободные деньги, он купил немного детской смеси и дешевую детскую бутылочку. Когда Ричард кормил ее, он знал, что должен поступить правильно, сдать ее полиции, но после той ночи он не смог этого сделать. Софи вырастила ее самостоятельно и назвала Дженнифер. К счастью, Дженнифер была тихим ребенком и не поднимала особого шума. Он начал подрабатывать случайными заработками. За несколько баксов мыл посуду в ресторанах и ходил в бесплатные столовые за едой для ребенка. Он нашел старую одежду в магазинах Goodwill и нескольких мусорных контейнерах, и им удалось выжить, поскольку Дженнифер росла, пользуясь детскими книгами, которые люди выбрасывали. Ричард научил Дженнифер основам. Это было не идеально, но ему наконец-то было ради чего жить, и он был счастлив, как никогда, но у него отняли счастье. В один странный день Ричард читал Дженнифер отрывок из книги, которую он только что нашел где-то выброшенной на свалку, когда в их переулок вошла женщина. «Вот и он тот человек, который украл мою дочь», – закричала женщина, и Ричард нахмурился, когда трое полицейских направились к нему. «Заведите руки за спину, сэр», – сказал один из офицеров. «Нет, офицер, вы не понимаете, я нашел этого ребенка еще младенцем 5 лет назад. С тех пор я растил ее, я ее не крал, она была в мусорном контейнере», – объяснил Ричард, и офицеры посмотрели на женщину. «Он лжет, я потеряла своего ребенка, и он забрал ее», – закричала женщина. Ей не удалось убедить офицеров, потому что Дженнифер изо всех сил цеплялась за ногу Ричарда. «Извините, сэр, но нам придется взять ребенка с собой», – сказал один из других офицеров. «Мы не хотим никаких неприятностей, мы просто хотим, чтобы она была в безопасности. Пожалуйста, эта девочка, мой ребенок, она, все, что у меня есть в мире», – взмолился Ричард, когда Дженнифер начала плакать из-за переполоха. Она была сообразительной для 5-летнего ребенка и точно знала, что происходит. «Сэр, даже если эта женщина лжет, мы не можем позволить ребенку расти на улице», – заявил третий офицер. «Позвольте нам отвезти ее в безопасное место». Ричард увидел мудрость в его словах. Это было трудно принять, но в этой жизни не было ничего такого, чего бы он хотел, чтобы у Дженнифер было больше и чтобы она кем-то стала. Это был лучший выбор для нее. Поэтому полицейские забрали Дженнифер. Несмотря на ее крики и протесты в защиту своего папы, жизнь Ричарда казалась еще более мрачной. Когда ушла Дженнифер, ему не ради чего было жить, и он несколько лет пребывал в отчаянии. Его единственным утешением была мысль о том, что у Дженнифер будет больше, чем он когда-либо сможет ей дать. К сожалению, у Дженнифер их было немного. Хотя у нее была крыша над головой, ее биологическая мать, Карла, была ужасной женщиной. Она призналась, что бросила ее ребенком в том мусорном контейнере и искала ее только много лет спустя, потому что ей нравилась идея иметь дома маленькое существо, которым она могла бы командовать. И она была верна своему слову. Большую часть ее детства и юности с Дженнифер обращались как со служанкой, но она никогда не забывала отца, который вырастил ее. Она часто мечтала сбежать и пойти к нему, но боялась, что у него будут неприятности.
Но когда Дженнифер исполнилось 14, она наконец нашла тот старый переулок и оставляла книги, продукты питания и мелочь Ричарду, когда его не было рядом. Это было немного, но он мог бы этим воспользоваться. Ричард понятия не имел, кто был настолько добр, что оставил ему вещи, но он начал подозревать, что это могла быть Дженнифер, хотя она была такой маленькой, когда ее забрали, но, возможно, жизнь в какой-то момент объединила бы их. Он был прав, потому что много лет спустя Дженнифер сбежала из дома Карла и отправилась на поиски Ричарда. Она подрабатывала то тут, то там и смогла снять для них крошечную квартирку. «Я бы ни за что не смог здесь жить, это твой дом, Дженнифер», — сказал Ричард, сначала отвергнув ее предложение. «Я не чувствую себя достойным вашей доброты. Папа, ты нашел меня в мусорном контейнере, и меня бы здесь сегодня не было в живых, если бы ты не заботился обо мне. Ты всегда будешь моим папой». Жизнь с Карлой была адом, но я знаю, почему ты меня отпустил. Даже тогда ты думал о том, что было лучше для меня. Теперь у меня есть диплом о среднем образовании, и я могу работать, помогая тебе перестроить твою жизнь. Пожалуйста, давай сделаем это, объяснила Дженнифер, умоляя отца согласиться. Наконец, он согласился. Теперь, когда у него был адрес, он официально устроился помощником официанта в ресторан. Он гордился тем, что помогает оплачивать счета. Тем временем Дженнифер работала и посещала вечерние занятия в местном колледже. В конце концов, они оба продвинулись по карьерной лестнице. Позже Дженнифер переехала к своему жениху, а Ричард остался в их квартире, которую он обожал, потому что она спасла ему жизнь. Он вел свою дочь к алтарю и был рядом на каждом этапе ее жизни.